час 23 минуты 40 секунд ночи 26 апреля 1986 года сейсмические станции по всему миру зафиксировали странный сигнал. Но был один прибор, находившийся в непосредственной близости от четвертого энергоблока, который показал нечто необъяснимое. Локальное землетрясение магнитудой около 4 баллов произошло ровно за 25 секунд до того, как взорвался реактор. Официальные отчеты позже назовут это последствием взрыва, но законы физики и показания приборов говорят об обратном. Сейсмическая волна пришла первой. Это не просто катастрофа из-за ошибки персонала. Это начало истории, которую мы привыкли считать изученной до последнего сантиметра, но которая на самом деле скрывает под бетонным саркофагом тайны совершенно иного порядка. Почему спустя 40 лет после аварии архивы КГБ, касающиеся Чернобыля, до сих пор открыты лишь частично, а многие ключевые страницы просто изъяты? Если это была обычная техническая авария, вызванная человеческим фактором, то зачем понадобилось засекречивать данные о состоянии почвы в радиусе 500 километров еще за 2 года до катастрофы? Мы привыкли верить в официальную версию – неудачный эксперимент, конструктивные недостатки реактора РБМК-1000 и роковая ошибка операторов. Но что, если я скажу вам, что сама площадка для строительства станции была выбрана не случайно, а гигантская антенна-дуга, возвышающаяся над лесом, была не просто радаром для обнаружения пусков ракет? Многие годы исследователи задавались вопросом, почему именно Чернобыль? Почему именно в ту ночь параметры реактора вели себя так, будто ими управляли извне? Существуют свидетельства очевидцев, протоколы допросов и научные замеры, которые не вписываются в удобную картинку, нарисованную для МАГАТЭ в Вене. Мы изучим документы, которые не должны были уцелеть, и сопоставим факты, которые официальная наука предпочитает игнорировать. В этом видео мы не будем повторять заезженные мифы. Мы пойдем по следу реальных цифр и дат. Мы узнаем, что на самом деле искали в зоне отчуждения секретной экспедиции в 90-х годах, и почему радиация – это лишь прикрытие для чего-то гораздо более масштабного. Ответ на главный вопрос окажется намного сложнее и пугающе, чем любая версия, которую вы слышали раньше. Но это еще не все. Прежде чем мы погрузимся в пучину скрытых фактов, нам необходимо четко понимать, на чем зиждется официальный фундамент этой истории. 26 апреля 1986 года. Город Припять – образцовый социалистический полис, город атомщиков, символ прогресса. Четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции имени Владимира Ильича Ленина готовится к планово-предупредительному ремонту. Но перед остановкой реактора необходимо провести испытание режима выбега ротора турбогенератора. Суть эксперимента, если говорить простыми словами, заключалась в проверке, хватит ли инерции вращающейся турбины для выработки электроэнергии, достаточной для работы насосов охлаждения в случае аварийного отключения питания. Казалось бы, стандартная проверка безопасности. Официальная наука в лице академика Валерия Алексеевича Легасова и других членов Государственной комиссии позже детально восстановит хронологию тех событий. В час ночи 25 апреля началось снижение мощности. В 14 часов 0 минут система аварийного охлаждения реактора была отключена, и это было первым серьезным нарушением протокола. Однако диспетчер Киевэнерго затребовал задержать дальнейшее снижение мощности. Реактор продолжал работать с отключенной системой безопасности более 10 часов. Это привело к так называемому йодному отравлению реактора, состоянию, когда в активной зоне скапливается изотоп ксенон-135, который пожирает нейтроны и делает реактор крайне нестабильным. Ближе к полуночи оператор Александр Акимов и молодой инженер Леонид Топтунов столкнулись с резким падением мощности почти до нуля. Чтобы поднять ее, они совершили вторую роковую ошибку. Извлекли почти все регулирующие стержни из активной зоны. К часу 22 минутам ночи реактор находился в состоянии, которое физики называют неуправляемым. Но испытания решили продолжать. В час 23 минуты 35 секунд была нажата кнопка аварийной защиты А-5. Официальная версия гласит, именно здесь вступил в силу конструктивный дефект реактора РБМК-1000.
Стержни-поглотители имели графитовые наконечники. При входе в активную зону они на короткое время не заглушили реакцию, а наоборот, разогнали ее. Произошел тепловой взрыв. Тысячетонная крышка реактора, называемая схемой Елена, взлетела на воздух. В атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Комиссия под руководством заместителя председателя Совета министров Бориса Евдокимовича Щербины оперативно сделала выводы. Виновными были назначены директор станции Виктор Брюханов, главный инженер Николай Фомин и заместитель главного инженера Анатолий Дятлов. Суд в июле 1987 года, проходивший в самом городе Чернобыль, вынес им суровые приговоры. 10 лет лишения свободы. Научное сообщество сошлось на том, что сочетание некомпетентности персонала и несовершенства техники привело к трагедии. Были спроектированы новые защиты, модернизированы другие реакторы этого типа по всему Советскому Союзу. Казалось бы, точка поставлена, архивы опечатаны, виновные наказаны, саркофаг построен. Но именно здесь, в этой гладкой и логичной на первый взгляд версии, начинают проступать странные нестыковки. Если это была просто ошибка операторов, почему показания сейсмографов зафиксировали толчок до взрыва? Почему персонал станции в ту ночь утверждал, что слышал не один, а 3 взрыва, причем первый был похож на глухой подземный гул? И самое главное, почему за несколько часов до катастрофы в небе над станцией были замечены объекты, которые не смогли идентифицировать даже системы противовоздушной обороны? Официальная наука предпочитает об этом молчать, фокусируясь исключительно на нейтронно-физических расчетах. Но для того, чтобы увидеть полную картину, нам придется выйти за рамки учебников физики и заглянуть в секретные журналы наблюдений того времени. Знаете, в чем главная проблема официальных отчетов? Они пытаются объяснить все произошедшее исключительно внутри герметичного бетонного зала реактора. Но мир намного сложнее, и первый серьезный удар по стройной версии о человеческом факторе нанес не физик-ядерщик, а человек, который привык слушать дыхание самой планеты. В начале 90-х годов в научных кругах, а затем и в специализированной прессе прогремело имя Евгения Владиславовича Барковского. Это был ведущий сотрудник Института физики Земли Академии наук СССР, человек с безупречной репутацией и колоссальным опытом. Он проанализировал данные сейсмических станций, которые в ту роковую ночь вели мониторинг в Восточной Европе. И то, что он обнаружил, заставило многих высокопоставленных чиновников в Москве почувствовать холод за спиной. Оказалось, что за 21 секунду до официального момента взрыва, подчеркиваю, ровно за 21 секунду, 3 сейсмические станции, расположенные на значительном удалении от Чернобыля, зафиксировали странный высокочастотный импульс. Эти станции находились в поселках Глухов, Степановка и городе Череповец. Расстояния разные, но сигнал пришел одновременно. Это не был отголосок взрыва на поверхности. Это было нечто иное. Барковский, а позже и Виталий Иванович Старостенко, директор Института геофизики Национальной академии наук Украины, обратили внимание на одну деталь, которую строители станции в 70-х годах почему-то решили проигнорировать. Или им приказали проигнорировать. Чернобыльская атомная станция была возведена прямо над местом пересечения двух мощнейших тектонических разломов – Тетеревского и Припятского. Эти глубинные структуры уходят вглубь земной коры на десятки километров. Официальная геология того времени утверждала, что эта платформа стабильна и никаких землетрясений здесь быть не может в принципе. Но данные приборов говорили об обратном. В 1:23 14 секунд ночи под 4-м энергоблоком произошел локальный сейсмический удар. Это не было классическое землетрясение, которое чувствуют люди за сотни километров. Это был направленный выброс энергии, который физики называют микросейсмом. И вот здесь начинается самое странное. Амплитуда этого толчка была такова, что она должна была вызвать деформацию фундамента здания. А теперь вспомните, что происходило в этот момент в пульте управления реактором. Операторы пытались опустить графитовые стержни, чтобы заглушить реакцию. Стержни идут по каналам. Если фундамент смещается хотя бы на несколько миллиметров, геометрия каналов нарушается. Стержни просто заклинивает.
Многие выжившие сотрудники станции вспоминали, что перед основным взрывом они почувствовали странную вибрацию, которая шла не от оборудования, а как будто из-под ног, от самой земли. Леонид Топтунов, тот самый молодой инженер, который находился у пульта, в своих последних беседах упоминал, что стержни встали, не дойдя до конца своего пути. Официальное следствие списало это на тепловой перекос самого реактора, но Барковский доказал, причиной был внешний сейсмический удар, но откуда он взялся в стабильной зоне? Здесь мы подходим к теории, которую в 90-х годах обсуждали только шепотом в закрытых кабинетах. В нескольких километрах от станции находился объект Чернобыль-2, та самая гигантская антенна с ГРЛС-дуга. Это был сверхмощный радар, который потреблял колоссальное количество энергии, именно поэтому его построили рядом с АЭС. Его сигналы, прозванные на Западе «русским дятлом», работали на низких частотах, которые способны входить в резонанс с ионосферой. Существуют расчеты, указывающие на то, что в ночь на 26 апреля дуга работала на предельной мощности, проводя эксперимент по модификации сигналов. Некоторые независимые исследователи, такие как геофизик Валерий Окороков, полагают, что возникла так называемая обратная волна. Мощное электромагнитное поле антенны вошло в резонанс с геологическим разломом под станцией. Произошел эффект пьезоэлектрического удара. Земля ответила на воздействие техники коротким, но сокрушительным сейсмическим импульсом. Власти знали об этом разломе. В архивах сохранились докладные записки геодезистов еще 1972 года, где черным по белому было написано: «Строительство крупных промышленных объектов на данном участке нежелательно ввиду нестабильности глубоких горизонтов». Но решение принималось на уровне Политбюро. Атомный гигант должен был стоять именно здесь. Почему же об этом молчали? Потому что признать сейсмический фактор значит признать, что место для станции было выбрано преступно неверно. Это значит признать, что военный объект «Дуга» мог стать катализатором катастрофы. Куда проще было обвинить диспетчеров и операторов, которые неправильно нажимали кнопки. Но если вы думаете, что локальное землетрясение – это самая большая тайна, то вы ошибаетесь. Потому что, когда исследователи начали изучать не только почву под станцией, но и то, что находили в самом реакторе после взрыва, они столкнулись с феноменами, которые вообще не поддаются объяснению в рамках классической ядерной физики. Когда мы смотрим на карту мира через призму радиационных катастроф, мы начинаем замечать странные совпадения, которые невозможно объяснить простой теорией вероятности. Нам говорят «это случайность». Но когда случайности повторяются с математической точностью в разных уголках планеты, это уже система. Чтобы понять, что произошло в Чернобыле, нам нужно на время покинуть Полесье и перенестись в другие точки земного шара. Первая остановка – Соединенные Штаты Америки, штат Пенсильвания. 28 марта 1979 года. Атомная станция Три Майл-Айленд. За 7 лет до Чернобыля там произошла авария, которая до сих пор считается самой серьезной в истории коммерческой атомной энергетики США. Официальная причина – снова человеческий фактор и неисправный клапан. Но мало кто знает о результатах работы группы независимых исследователей под руководством профессора Стивена Уинга. Они обнаружили, что за несколько часов до аварии в Пенсильвании приборы зафиксировали такие же аномальные всплески электромагнитной активности, как и в Чернобыле. Более того, станция Три Майл-Айленд также расположена на геологическом разломе. Сценарий один в один. Внезапный отказ техники в момент, когда геофизические показатели планеты выходят из нормы. Но американские власти, так же как и советские, предпочли закрыть глаза на связь между дыханием Земли и стабильностью атомного ядра. Почему? Потому что это ставит под сомнение саму возможность безопасного использования атомной энергии в ключевых точках планеты. Второй пример еще более поразителен, и он переносит нас в Западную Африку, в Габон. В 1972 году французские физики, работавшие на урановом месторождении Окло, обнаружили нечто, что перевернуло их представление о реальности. Они нашли остатки природного ядерного реактора, который работал сам по себе около 2 миллиардов лет назад. Официальная наука признала этот факт. Да, природа сама создала условия для цепной реакции. Но здесь есть одна деталь, о которой стараются не упоминать в популярных учебниках.
Исследователь Франсуа Готье, изучавший около более 10 лет, доказал, что работа этого природного реактора регулировалась лунными циклами и приливными силами Земли. Природа управляла атомом через гравитацию и сейсмику. Это прямое доказательство того, что ядерные процессы в недрах или на поверхности планеты неразрывно связаны с глобальными ритмами Земли. Если природа могла включать и выключать реактор в Габоне, то почему мы исключаем, что определенные ритмы Земли могли дожать нестабильный четвертый блок в Чернобыле? И, наконец, третий пример, который кажется совсем уж фантастическим, пока вы не посмотрите на данные археологии и радиохимии. Пакистан, долина Инда. Древний город Мохенджо-Даро, разрушенный около 4000 лет назад, когда в 20-х годах 20 века археологи Джон Маршалл и позже Эрнест Маккей начали раскопки. Они обнаружили скелеты людей, которые лежали прямо на улицах, держась за руки. Смерть застала их внезапно. Но самое шокирующее было не это. Английский исследователь Дэвид Давенпорт и итальянец Энрико Винченти обнаружили в Мохенджо-Даро пласты остекленевшей глины и песка, так называемый витрифицированный песок. Это происходит только при температуре свыше 1500 градусов Цельсия, например, при ядерном взрыве. Замеры радиационного фона в некоторых районах города показали уровень, в 10 раз превышающий норму для этой местности. Официальные историки говорят о неизвестном катаклизме или крупном пожаре, но пожар не превращает кирпичи в стекло по всему периметру города. Интересно другое. Мохенджо-Даро находится на линии того же самого глобального тектонического пояса, который проходит через Кавказ, Крым и упирается прямо в украинское Полесье. Мы видим цепочку событий, разделенных тысячелетиями, но объединенных одной и той же физикой. Взаимодействие мощных земных токов, радиоактивных элементов и катастрофического выброса энергии. Вырисовывается пугающая картина. Чернобыль – это не ошибка оператора Леонида Топтунова. Это момент, когда человеческая технология, построенная без учета истинных законов планеты, вошла в резонанс с древним геофизическим циклом. Мы построили храм атома на жертвеннике, где подобные выбросы энергии происходили еще в доисторические времена. Исследователи, такие как академик Владимир Афанасьевич Обручев, еще в середине 20 века писали о блуждающих энергиях разломов. В Чернобыле эти энергии нашли выход через самую слабую точку – активную зону реактора, которая сама по себе является источником колоссального напряжения. Когда мы соединяем эти три точки – аварию в США, природный реактор в Африке и радиоактивные руины древнего города в Пакистане, мы понимаем, что официальная версия о человеческом факторе – это просто удобная ширма. Она защищает нас от осознания того, что мы не контролируем те силы, которыми пытаемся оперировать. Мы как дети, играющие со спичками на пороховом складе, который к тому же стоит на действующем вулкане. Но если вы думаете, что эти глобальные параллели – предел загадок, то приготовьтесь. Ведь существует и третий довод. Он не из области сейсмологии или истории. Он из области физики материи, о которой в 1986 году запрещено было даже заикаться. И вот здесь начинается самое странное. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов первые исследовательские группы начали проникать во внутренние помещения разрушенного четвертого блока, они ожидали увидеть там хаос, обломки и застывший бетон. Но то, с чем они столкнулись, поставило в тупик даже самых закаленных физиков-ядерщиков. Вы наверняка слышали о так называемой «слоновьей ноге», огромном наплыве застывшей радиоактивной лавы в подреакторных помещениях. Официально это называется кориум – смесь расплавленного ядерного топлива, графита, песка и бетона. Но когда ученые, такие как Леонид Иринеевич Уруцкаев, доктор физико-математических наук, начали изучать химический состав этих образований, они обнаружили нечто невозможное. В пробах кориума были найдены химические элементы, которых в реакторе до взрыва просто не могло быть. Речь идет не об изотопах, возникающих при делении урана, а о совершенно посторонних металлах и редких элементах в таких концентрациях, будто их туда специально кто-то добавил.
Уруцкоев и его коллеги из Курчатовского института выдвинули гипотезу, от которой официальная наука до сих пор открещивается всеми возможными способами. Они заявили о возможности низкоэнергетических ядерных реакций и, внимание, трансформации элементов прямо в момент катастрофы. Что это значит для нас с вами? Это значит, что в момент взрыва в Чернобыле материя начала вести себя по законам, которые мы еще не открыли. Уруцкоев зафиксировал следы так называемого «странного излучения», которое не является ни альфа, ни бета, ни гамма-лучами в привычном понимании. Это излучение оставляло странные следы на фотоэмульсиях, узкие четкие линии, которые как будто прорезали пространство. Позже, проводя лабораторные эксперименты по мощному электрическому взрыву фольги в воде, группа Уруцкоева получила точно такие же странные следы и точно такую же трансформацию элементов. Это привело их к шокирующему выводу. В момент аварии на 4-м блоке возникла мощнейшая электромагнитная аномалия, которая превратила реактор в гигантский ускоритель частиц, работающий на неизвестных принципах. Но и это не все. Есть еще один свидетель, чьи показания десятилетиями игнорировались. Константин Павлович Чечеров, ведущий научный сотрудник Института атомной энергии имени Курчатова, который лично провел сотни часов внутри саркофага, исследовал шахту реактора. Его выводы были ошеломляющими. Он утверждал, что никакого теплового взрыва в том виде, как его описывает официальная версия, не было. Чечеров обнаружил, что стальные конструкции внутри реакторного зала не изогнуты взрывной волной наружу, а во многих местах оплавлены так, будто на них воздействовали направленным пучком энергии. Более того, он не нашел в шахте реактора следов того самого грандиозного пожара графита, о котором трубили все мировые СМИ. Шахта была пуста и чиста, будто все топливо и графит в одно мгновение испарились или перешли в иное состояние. Существует документ, отчет, который пытались уничтожить, но копии сохранились в частных архивах. В нем зафиксировано, что за несколько секунд до взрыва над 4-м энергоблоком возникло свечение в форме высокого голубоватого столба, уходящего высоко в ионосферу. Это не было пламя. Это был ионизированный канал, через который, по мнению некоторых физиков-диссидентов, произошел сброс колоссального энергетического потенциала Земли в атмосферу. Почему об этом молчат? Представьте, что будет, если признать, наши атомные станции – это не просто чайники с ураном, а объекты, которые могут вступать в неконтролируемое взаимодействие с тонкими полями планеты и вызывать трансформацию материи. Это сделает невозможным страхование таких объектов, это разрушит всю концепцию безопасности и, самое главное, заставит признать, что мы не понимаем истинной природы электричества и магнетизма. Профессор Уруцкоев открыто заявлял, что физика Чернобыля – это физика будущего, к которой мы оказались не готовы. Он указывал на то, что за несколько часов до аварии в окрестностях станции наблюдались странные атмосферные явления – свечение воздуха, сбои в работе радиостанций и даже странное поведение животных, которые массово покидали район Припяти. Это были предвестники того самого энергетического пробоя, который произошел в 1:23. Это третье доказательство, материальное и неоспоримое. Оно застыло в кориуме слоновьей ноги, оно записано на фотопластинках с невозможными треками частиц. И оно говорит нам об одном. Чернобыль был не техническим сбоем, а физическим феноменом планетарного масштаба, который официальная наука поспешила спрятать под бетонным панцирем, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. И вот здесь мы подходим к самому важному. Когда мы соединяем сейсмический удар, глобальную цепочку аналогичных катастроф и необъяснимую физику внутри реактора, перед нами вырисовывается совершенно иная картина реальности. Теперь давайте остановимся, переведем дух и попробуем осознать масштаб того, что на самом деле произошло в ту апрельскую ночь. Если мы отбросим удобную ширму человеческого фактора, перед нами откроется истина, которую официальная наука и власть имущие прячут за миллионами тонн бетона и свинца. Что же такое Чернобыль на самом деле? Сложите вместе все три доказательства. С одной стороны, станция, возведенная на пересечении мощнейших тектонических разломов, в точке, где Земля буквально дышит колоссальными энергиями.
С другой стороны, присутствие рядом военного объекта «Дуга», гигантской антенны, которая в ту ночь работала на грани фола, посылая в ионосферу импульсы чудовищной силы. И в центре этого активная зона реактора, которая в силу технических манипуляций персонала оказалась в максимально нестабильном критическом состоянии. Это была идеальная ловушка. Тесла в свое время говорил, что Земля – это гигантский конденсатор. В ночь на 26 апреля 1986 года этот конденсатор разрядился через четвертый энергоблок. Совпадение циклов активности Земли, электромагнитного резонанса от антенн и физического состояния урана создали то, что можно назвать тектоническо-ядерным резонансом. Это не был просто взрыв пара. Это был момент, когда грань между привычной нам физикой и силами более высокого порядка истончилась до предела. Тот самый голубой столб света, который видели очевидцы, это был пробой реальности, канал, по которому энергия планеты хлынула наружу, используя реактор как линзу, как фокусирующее устройство. Именно поэтому Константин Чичеров не нашел в шахте графита и топлива. Они не сгорели. Они подверглись той самой трансформации, о которой писал профессор Уруцкоев. Материя перешла в иное состояние под воздействием сил, которые мы даже не научились измерять. Почему об этом молчали годами? Ответ одновременно прост и страшен. Признать это значит расписаться в полной беспомощности человечества перед силами планеты. Мы привыкли считать себя хозяевами природы, обуздавшими атом. Но Чернобыль показал, что мы – лишь самонадеянные дети, которые построили свои хрупкие механизмы на вершине спящего бога. Если бы власти признали сейсмическую и энергетическую природу аварии, им пришлось бы закрыть десятки атомных станций по всему миру, построенных в подобных точках силы. Им пришлось бы признать, что вся концепция современной энергетики в корне неверна, так как она игнорирует геофизическую жизнь Земли. Проще было назначить виновными горстку инженеров и запереть правду в архивах под грифом «совершенно секретно». Чернобыльская зона отчуждения сегодня – это не просто памятник катастрофе. Это гигантская лаборатория под открытым небом, где природа залечивает раны, нанесенные этим столкновением миров. И те аномалии, которые там фиксируют до сих пор, странные изменения в ДНК растений, необъяснимые температурные пятна, звуковые фантомы – это отголоски того самого пробоя. Мы должны понять одну важную вещь. Трагедия Чернобыля – это не урок по технике безопасности. Это предупреждение о том, что наши технологии должны быть созвучны планете, а не идти ей наперекор. Мы не можем безнаказанно вонзать иглы наших реакторов в нервные узлы земной коры. Сегодня, когда мы смотрим на саркофаг, мы должны видеть не только защиту от радиации, мы должны видеть печать на двери, которую нам не следовало открывать. И пока мы не научимся понимать язык Земли, пока мы будем игнорировать ее ритмы и ее мощь, подобные случайности будут повторяться. Ведь планета – это живой организм, и она имеет право на самозащиту. Чернобыль – это величайшая тайна 20 века не потому, что там взорвался реактор, а потому что там мы впервые столкнулись с истинным лицом реальности, которую так старательно пытаемся не замечать. Друзья, я прекрасно понимаю, что все, о чем мы сегодня говорили, выходит далеко за рамки того, что нам десятилетиями внушали официальные отчеты и школьные учебники. Мы живем в эпоху, когда удобная ложь часто ценится выше, чем пугающая и сложная правда. Но история Чернобыля учит нас одному. Подлинные факты невозможно навсегда спрятать под слоем бетона или за грифами секретности. Они все равно прорастут, как трава сквозь асфальт покинутой Припяти, напоминая нам о том, что мы – лишь гости на этой живой и мощной планете. Я обращаюсь к вам не просто как к зрителям, а как к исследователям и единомышленникам. Мир гораздо глубже и таинственнее, чем кажется на первый взгляд, и наша с вами общая задача – по крупицам восстанавливать подлинную картину нашего прошлого. Что вы думаете об этой связи земных разломов и атомной энергии? Слышали ли вы от своих родных или знакомых истории о тех странных небесных явлениях в апреле 1986 года? Пожалуйста, поделитесь вашими мыслями и свидетельствами в комментариях под этим видео. Для нашего расследования важна каждая деталь, ведь именно из таких крупиц складывается истина. Оставайтесь скептиками, ищите ответы и помните. Отсутствие информации в официальных источниках не означает отсутствие самой правды. До встречи в новых расследованиях.